Всем привет! Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. И в этом ролике я хочу вам рассказать о простом, но очень интересном и эффективном способе соорудить костер где-нибудь в походе. В походе, в лесу, на рыбалке или когда за грибами пойдете. Ну, не суть важна. Это способ предназначен для приготовления пищи, для того, чтобы можно было факел соорудить или отпугивать комаров. О, только что, сейчас прям придумал. Смысл какой? Это способ называется у кого как. Шведская свеча, финский примус, индийская там свеча, охотничья свеча. Принцип такой, что огонь разжигается внутри полена здесь и либо освещает, либо тепло передается на посуду, где вы готовите еду. Воду кипятите, там в котелке, сковородка у вас, яйца жарите. Но смысл такой. Для того, чтобы сделать вам такую свечку, или факел, или костер для приготовления пищи, вам необходимо бревно. Бревно или, скажем, чурочка, которую вы можете отпилить ручной пилой, бензопилой, может где-то у вас такая завалялась. Я это сделал из столба освещения, которое горсети оставили, меняли на бетонные, и такое бревно осталось. Древесина для такой свечки может быть любой. Самая легкодоступная это у нас сосна с елками, с елью, но она искрит, поэтому в лесу будьте осторожнее, когда будете зажигать. Искрит, то есть наготове, чтобы была вода. Дальше. Можно использовать березу, но береза слишком ярко горит, много жару дает, и при этом еще она коптит. Самый идеальный вариант это осина, потому что она идеальная. Используют полено где-то, наверное, высотой, полуметра, плюс-минус, все в зависимости от того, что вы хотите сделать. Если факел хотите сделать, то, соответственно, можно потоньше и повыше. Если, чтобы приготовить еду, можно пошире и пониже, для устойчивости. Диаметр полена чурочки идет где-то от 10 до 40 сантиметров, самое оптимальное. Одно из положительных таких качеств, моментов такой свечки, что ее можно взять, даже когда горит огонь, а он будет разжигаться внутри здесь. Там мы сейчас положим запал и будем разжигать. И здесь. Что можно все это полено взять двумя руками и перенести в удобное место, куда-нибудь на другое место, куда вы хотите поставить. Первый способ, самый простой. Берем, отпиливаем полено. Дальше в полене делаем распилы при помощи бензопилы. Конечно, можно это сделать и вручную, но это слишком трудоемко и долго. Распилы должны составлять примерно 3/4 от высоты всего полена. Делаются они крест-накрест. Это очень похоже на нарезание, скажем так, торта. Куски сверху выглядят именно так. Сколько сделать распилов? В принципе, это решать вам. 4 это надо минимум. Можно сделать и 6, и 8. Только помните, что чем больше распилов, тем быстрее сгорит ваше полено. А в принципе, вот оно уже готово. Второй способ сделать финскую свечу. Отпиливаем полено. А дальше либо распиливаем, либо раскалываем топором на 4 части.
убираем сердцевину, чтобы у нас внутри осталось пустое пространство. Вот получилось 4 таких полежка. Соединяем полежки в одно целое, в кучу, как они были. Стягиваем проволокой. И финский примус, шведская свеча, готова к эксплуатации. Третий способ. Отпиливаем чурку. И сейчас будем сверлить отверстие. Одно здесь по центру вглубь, а другое уже сбоку, соединив с тем отверстием. Для этого понадобится, я использую вот такое сверло пировое и дрель. Сверлим отверстие. Теперь сверлим сбоку отверстия. Стыкуем отверстия, досверливаем. Третий вариант финского примуса готов, почти готов. Необходимый маленький нюанс. Либо бензопилой распилы сделать небольшие, чтобы огонь выходил из этого отверстия равномерно. Либо просто при помощи гвоздиков забьем их по краю. Здесь вот так в виде треугольничка. Для того, чтобы можно было ставить посуду, котелок или сковородку. То есть огонь будет подниматься, поддувало, огонь будет подниматься через отверстие вверх и равномерно по поверхности посуды распространяться. Вот так у вас должно получиться. И на примере сковородки поставили, все отлично, замечательно получилось. Теперь скажу так, все опилки, которые мы выпиливали, вполне сгодятся, они сухие, для разжигания этих наших финских примусов. 3 вариантов. Итак, давайте посмотрим, как все это сделать, как разжечь финский примус, шведский факел, римскую свечу. А сейчас, ребята, самый интересный момент — это поджигание. Поджигать можно любыми способами. То есть можно бензинчиком чуть-чуть туда внутрь капнуть, либо жидкость для разжигания тоже немножко капнуть. Но я пойду обычным путем, возьму бересту, лучинку, спички, опилочки небольшие, туда забью, заложу и подожгу сразу все 3. Сейчас буду закладывать всякие опилочки внутрь, бересту. И в дальнейшем поджигать.
ребята, смотрите, все три способа работают. Я разжигал без бензина и без жидкости для розжига, просто береста. Я думаю, бересту вы сможете найти везде. Все, это первый, который распьем. Дальше, тот, который просверлили, тоже работает. Прям все шикарно, смотрите. Здесь у нас тоже все горит. И третий, тоже способ. Изнутри все горит. Жар хороший. Дальше я хотел сказать. Приготовить еду можно и просто поставить сюда. А можно так же, как и в случае просверливания, сделать гвоздики, забить, либо скобы поставить, чтобы было на высоте. Но здесь проходит огонь, здесь все тоже будет нормально и без гвоздей. Здесь нужны гвоздики. Здесь тоже может без гвоздей. Но лучше бы, конечно, сделать. Этого я не стал сейчас показывать вам. Принцип вам понятен. Да, кстати, момент. Я говорил про то, что можно отпугивать комаров. Как это мы сделаем? Сделаем очень просто. Вот трава. Тут же трава, да? Срывая траву. Как мы отпугнем? Правильно. Тем, что дымом кладем. Пошел дым. Смотрите. Пошел дым. И густой. Все, вокруг вас комаров теперь не будет. И вот так подкидывать, как на обычном костре. Ребята, смотрите, как все шикарно разгорелось. Первый горит со всех сторон. Второй тоже горит. Третий тоже горит. Итак, а сейчас будет эксперимент. У нас есть сковородка. И я сходил в магазин за яйцами. Давайте пожарим яйца. 3 штучки. Посмотрим, работает способ или нет. Вот яйца, вот сковородка, а вон там огонек. Здесь у нас сразу яйца сжарятся, а вот здесь прям красиво, по-домашнему. И здесь тоже все будет по-домашнему. Сковородка раскалилась, теперь разбиваю яйца. Сразу зашипели. А? Все, ребята, яйца готовы, все сжарились. Но жарили мы это на сковородке Юрика, нашей собаки, поэтому яйца ему и достается. А я хотел вам сказать, что использовать надо сухую древесину, иначе, если сырая, то вы не сможете разжечь. Вернее, долго будете мучиться, но может даже и не получиться. Дальше. Такой способ просто будет душевный, если вы это сделаете на даче. То есть пригласите друзей, разожгете такую чурочку, такую финский примус, шведскую свечку, и ваши гости оценят. Действительно оценят. Так, яйца пора снимать. У меня нету ручки для сковородки, я сделаю вот таким оригинальным способом. Оп, и достал яичницу. Ждем, пока остынет, и отдадим Юрику. Опа! Красава! А костер вот, смотрите, просто душевно. Все легко и просто. Запоминайте. Просто запоминайте. Вот так горит все. Красиво, тепло и ярко.
Итак, ребята, вот буквально легко и просто все это сделать. Разжечь, приготовить еду, соорудить факел, отогнать комаров, приготовить яичницу, воду вскипятить для чайка в лесу, в походе. Все просто, все в ваших руках. Посмотрели это видео. Вы посмотрели это видео на канале Юрганов Лайф. Его показал вам Иван. Это меня так зовут. Подписывайтесь на этот канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. А я вам говорю пока. Пока.